Япония экстренно стягивает войска к РФ. Внезапное напряжение на границе. Начинается самое опасное противостояние с 1989 года. Дойдет ли до полноценных боевых действий? Такаев льстит Путину, пока глава Кремля публично унижает президента. Оскорбительное для казахов слово прозвучало на пресс-конференции. Случайность или умышленная ошибка? Российский триколор в небе над соседней столицей. Что происходит? Трамп нанес сразу 3 удара по Москве. Теплые отношения закончились? В Кремле не были готовы к такому. Десятки тысяч срочно мобилизованных в РФ и бои по всей Украине. Собрали все последние важные заявления официальных лиц и военных для вас. Об этих и других главных событиях к вечеру четверга, 28 мая. Встречать вечер четверга вместе с Нехта – это правильный выбор. Все самое важное за сегодня уже у нас. Я Степан Путила. Начинаем. Врыв истребителей в воздушное пространство над столицей Казахстана и российский триколор. Самолет Путина до самого приземления в Астане сопровождали казахстанские истребители. Часть казахстанцев в комментариях про чужой флаг в небе над своей столицей написала коротко: «Независимость в прямом эфире». А некоторые местные встретили гостя еще более остро. Эй, мразь, пошел лесом из Казахстана. Слава Украине! Сам президент Казахстана был настроен куда более доброжелательно. Лично встретил Путина у трапа, обнял, назвал визит ключевым событием года и заявил, что никаких спорных вопросов между странами нет. Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. Подписали также соглашение о строительстве АЭС. Подрядчик, разумеется, Росатом. Дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Кортеж, к слову, ехал по полностью зачищенной Астане, броневик с пулеметчиком на крыше, машина радиоэлектронной борьбы, вертолет над головой, мало ли, дрон. И отдельная деталь, даже здесь не обошлось без американского следа. Охрану усиливала Tesla Cybertruck. Американский автомобиль защищал Путина от американских дронов и врагов. Уже почти половина 2026-го, но это лишь второй зарубежный выезд Путина в этом году и второй его визит в Казахстан за последний президентский срок. Песков назвал это редчайшим событием. Ну да, больше летать и ездить особо некуда. И вишенка, Путин снова назвал Такаева как-то непонятно вместо правильного Касым-Жомарт Кемелевича. В прошлом году наш товарооборот, Касым-Жомарт Кемелевич уже сказал об этом, составил почти 29 миллиардов. Издевается не иначе. На казахском «жаман» — это плохой. И так уже 3-й раз подряд. Кстати, а как наши подписчики из Казахстана относятся к визиту Путина и всему этому? Поделитесь своим мнением в комментариях. Знаем, что вас много. Накануне, к слову, имя Путина тоже умудрились исковеркать и произнести странно, почти как палач. Иванович, спасибо большое. А помните, как патриарх Гундяев спалил некоего двойника Васильича? Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич. А что слышите вы и какое его кодовое имя настоящее? Напишите, все читаем. Но в это же время Россия продолжает убивать мирных каждый день без остановки. 27 мая снаряд из реактивной системы залпового огня ударил по детской площадке в Херсоне. Там находилась семья: папа, мама, 2 дочери 3 и 6 лет. Отец погиб на месте. 3-летняя девочка потеряла глаз. На видео ее везут в больницу, она кричит: «Не хочу». Давай. Смотри, давай, сзади спина. Это все? У погибшего отца было 4 детей. В тот же день российские дроны убили еще 5 мирных в Донецкой области. И на фоне всего этого депутат Госдумы Слуцкий заявляет, что у России больше нет никаких ограничительных линий и призывает уничтожить мосты через Днепр, аэропорт Борисполь и парализовать всю железную дорогу Украины. Но пока получается бить только по детским площадкам и мирным людям. Хотя, оказывается, это сделала отнюдь не Россия. Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесен удар по детской площадке.
МИД РФ в лице Марии Захаровой тем временем обвинил Украину в нелегальном вывозе детей на Запад и усыновлении ЛГБТ-семьями. ФСБ напоминает про биолаборатории, куда же без них. Королевство кривых зеркал работает в штатном режиме. Все, что делает Россия, немедленно приписывается Украине. Отзеркалить собственное преступление и обвинить жертву. Классика. Россия снова намекает, что очень хочет повоевать с Западом, но теперь уже прямо так открытым текстом. Они действительно сейчас вплотную подошли к прямому участию в военных действиях. И естественно, что если там размещается, например, производство беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Непонятно только по ком удары, по заводам или Западу. Страна, которая сама летает на иранских дронах с китайскими комплектующими, теперь грозит Европе за то, что та делает примерно то же самое. Только открыто. К слову, стабильности в мире лучше пока не ждать. Москва закрыла диалог о стратегической стабильности с США, заявил замглавы МИД РФ Рябков. Десятки тысяч новых мобилизованных в России и бои по всей Украине. Это может быть самый опасный момент с сентября 2022, судя по последним заявлениям официальных лиц и военных. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительных военнослужащих. Повестки рассылаются уже сейчас. Причина – восполнить потери. 500 000 убитых, 35 тысяч потерь в месяц. Британская разведка назвала это открыто. Россия истекает кровью и все равно не останавливается. Короче, на днях мне прилетает повестка в военкомат. Весьма неожиданно. Но вместе с этим другое заявление, от которого холодеет. Силы обороны Украины объявили, 99% украинских городов должны готовиться к круговой обороне. Не только прифронтовые, а буквально все. Киев, Одесса, маленький Вольнянск на 6 тысяч жителей все роют бункеры и готовятся к уличным боям. 99% українських міст повинні бути готові, щоб відбивати ворога. Зеленский говорит, что Украина прорабатывает 5 сценариев расширения войны. Удар на Киев, на Харьков, на Одессу. Увы, война не сужается, она расширяется. Но Европа не думает молчать в тряпочку, глядя на все это. Пока Россия угрожает, Запад готовится и делает это максимально быстро. Норвегия впервые за 80 лет вышла за рамки ядерных договоренностей внутри НАТО и присоединилась к французскому ядерному зонтику. Прямо сказали почему. США больше не так надежны, а Россия перевооружается. Прекратите уже нас злить. Вот прекратите испытывать наше реальное ангельское терпение. Ну просто прекратите, пожалуйста. Ну вам это не надо. Ну просто не надо. Вы же подонки, мы про вас все знаем. Польша и Британия подписали Нортальдский договор, совместные ракеты ПВО, военные учения, борьба с российскими гибридными угрозами. Тоже вне рамок НАТО, на случай, если альянс ослабнет. Швеция, которая 200 лет была нейтральной, теперь планирует передать Украине истребители Гриппен. Это все не случайная новость, а уже системный сдвиг. Европа строит собственную архитектуру безопасности на тот случай, если Трамп окончательно выйдет из игры. Россия рассчитывала, что Запад устанет и рассыплется. Пока выходит наоборот. И даже Трамп, которого Путин считал другом, все чаще ведет себя как-то не по-дружески. На этой неделе аж сразу 3 удара. Американское посольство в Киеве остается, несмотря на все российские угрозы. Это первое. Иранский обогащенный уран не достанется ни России, ни Китаю, заявил Трамп, и это второе. Но они ж так хотели. И главное, Трамп публично поддержал Пашиняна на выборах в Армении 7 июня, назвав его замечательным другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Мы наблюдаем формирование новых крепких отношений с Арменией, которые долгое время находились в застое. Да-да, это про того самого Пашиняна, которого Москва сейчас душит энергетическим шантажом за разворот на Запад. Президент США подставляет свое плечо человеку, который уходит из российской орбиты. Больно. В спину удар. Кстати, а помните, как отцы сегодняшних россиян когда-то с Афганистаном воевали? 15 тысяч погибших, 10 лет войны, позорный вывод войск. Так вот, не прошло и 40 лет. Россия подписала с Афганистаном соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Да-да, с теми самыми талибами, которых сама же признала террористической организацией еще в 2003 году. Детали соглашения не раскрываются, зато раскрывается абсурд. Страна, которая теряет 500 000 солдат в Украине, заключает союз с движением, при котором женщинам запрещено учиться, а детские браки разрешены с 9 лет. Какая страна, такие друзья. Сверхдержава крепчает или маразм.
Трамп щелкает режимы как орешки, и лидеров их меняет как перчатки. Один режим ушел, другой режим ушел, и сейчас мы имеем дело с остатками третьего. Так и хочется уточнить, а эти режимы сейчас с вами в одной комнате находятся? Звучит, впрочем, достаточно убедительно, если не знать, конечно, что Путин у власти 26 лет, талибы правят Афганистаном, а Иран обогащает уран до 60% в 2 шагах от ядерной бомбы. И многие эксперты уже говорят, что США и Израиль потерпели крупнейшее стратегическое поражение. К слову, Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном еще в 2018-м. Теперь хочет новую, но только если Иран капитулирует. Иран не капитулирует, но режимы свергаются. Цикл замыкается. Япония тем временем срочно стягивает войска прямо к российской границе, острову Хоккайдо. South China Morning Post пишет, Токио всерьез боится, что Россия откроет второй фронт на Дальнем Востоке. И не без оснований. Москва разместила на спорных Курильских островах истребители Су-35 и противокорабельные ракеты. Весной показала кинжалы на борту самолетов у японских берегов. А атомные подводки класса Борей, каждая несет до 160 боеголовок, все активнее курсирует в Охотском море. Только за 9 месяцев прошлого года Япония поднимала истребители на перехват 448 раз, почти дважды в день. Страна, которая по Конституции не имеет права на наступательное оружие, теперь создает ракеты для ответного удара и удваивает оборонный бюджет. Это самое напряженное противостояние между Японией и Россией с конца Холодной войны. И оно происходит прямо сейчас на наших глазах, пока все смотрят на Украину и Иран. Россия вынесла приговор, который явно войдет в историю. Не за убийство, не за теракт, а за кальян на куличе. 27-летняя сотрудница московского бара поставила кальян на обычный магазинный пасхальный хлеб, сняла видео и получила за это 3 года колонии. После приговора Ксения Белоусова расплакалась прямо в зале. Даже священник РПЦ Александр Микушин призвал смягчить приговор. Для сравнения, Pussy Riot в 2012-м получили 2 года, и весь мир кричал об этом. Сейчас почти тишина. А в конце позитивное видео. Аист увернулся от российского дрона. Кажется, этот прием можно использовать при разработке новых боевых птичек следующих поколений. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и увидимся уже утром.